Доброго всем! Сегодня в ролике я расскажу вам о восстановлении резьбы при помощи резьбовых вставок, так называемых пружинок. Но это не в прямом смысле, конечно же, пружинки, как многие об этом думают. Их в народе так называют, потому что визуально они похожи на пружины. Но по характеристикам от пружины у этих вставок лишь внешним сходством дело и ограничивается. Вы очень часто задаете мне разные вопросы по этим пружинкам. Надеюсь, что теперь вы все поймете после публикации этого видео. Работу с резьбовыми вставками я вам покажу на интересном примере, который и характеризует недоверие к этим резьбам, к этим вставкам, и лишь потому, что работу по восстановлению резьбы выполнили не совсем верно. Делать это будет наш незаменимый расточник координатно-расточного станка Виталий. Перед вами блок цилиндров двигателя Toyota 1 AZFE, 2 AZFE. Что с ним не так? В этом блоке были подтянуты все резьбы крепления ГБЦ к блоку, и некие мастера решили их заменить резьбовыми вставками, пружинками. Смотрим в колодец крепления, и там на дне мы видим, что стоит такая вставка. Как оказалось, у ребят ничего не вышло, и эти вставки не удержали усилия обтяжки. Блок, конечно же, привезли к нам в ремонт и очень удивились, что мы, скорее всего, поставим вновь эти резьбовые вставки. Об этом я расскажу чуть позже. А для вас небольшое задание: посмотрите видео и напишите в комментариях, кто понял, почему у работяг не вышло. А я же в конце видео расскажу и покажу, почему у них вышло не так. Только чур не халтурить и вперед не забегать. Приступаем к работе. Прежде всего, Виталию требуется удалить старые вставки. Делать это, как вы понимаете, не очень-то и удобно. Для этого токарь сделал такую вот шваечку, то есть попросту заточил пруток подобным вот образом. Ну и далее Виталий что делает? Он поддевает край так называемой пружинки, отгибает его в центр подобным вот образом. Затем таким вот, назовем его ключом с прорезью посередине, расточник извлекает эту самую вставку. Попросту он выкручивает ее. Вот она, родимая, и вся вышла из резьбы. Времени потратить на эту процедуру пришлось достаточно немало. Для работы клиент привез нам комплект новых болтов. Что же, когда-то давненько мы уже испытывали резьбовые вставки, но мы вам не показывали это видео, потому что тогда мы еще не публиковали наши видео на YouTube канале. И с тех пор у нас осталась вот такая вот болванка с резьбовой вставкой внутри. Сегодня и только для вас мы вновь испытаем подобную вставку. Для этого мы из этой болванки удалим старую резьбовую вставку. Обязательно проверим резьбу, пройдем ее метчиком из набора по восстановлению резьб. Эта болванка имеет размер 40 мм, она имитирует у нас длину резьбы крепления ГБЦ в этом блоке. Новую резьбовую вставку закручиваем в эту болваночку. Дальше Виталий имитирует высоту ГБЦ, ставит всякие диаметры от приспособлений. Закручивает на свое место крепежный болт. Ну и теперь Виталий осуществляет обтяжку. Первая обтяжка 40 ньютонометров.
Вторая уже идет 80, в 2 раза больше. И теперь по правилам нужно довернуть на 90 градусов. Отлично. Пробуем довернуть еще больше, то есть даем большее усилие и делаем еще где-то градусов, наверное, 15 доворота. Как видим, резьба держит и держит идеально. Посмотрим по усилию, сколько же это вышло. Выше. Двигаемся дальше. И теперь расточник прогоняет все крепежные восстанавливаемые резьбы мечиком из набора. Есть подозрение, что некоторые резьбы придется все-таки восстанавливать иным способом и придется ставить футорку. Далее Виталий закручивает резьбовые вставки по своим местам. Он также использует инструменты из набора. Красным маркером он пометил подозрительные места, где, как я уже говорил ранее, скорее всего придется поставить футорки. В этих местах плохая резьба и есть вариант, что держать такая резьба вставку, а значит болт не будет. Сейчас попробуем и поставим ГБЦ на место и обтянем. Вновь делаем мы это лишь для наглядности. В обычной работе мы такого не осуществляем, а все возникшие подозрительные моменты мы просто по умолчанию сразу исправляем. Виталий закручивает по местам болты и обтягивает с теми же моментами обтяжки. Очки надо одеть, я не вижу. И таки да, в помеченных местах резьба все же поплыла. Поэтому Виталий снимает ГБЦ и продолжает работу дальше. Что делать? То есть в данном случае он делает подготовку не выдержавших испытания крепежных отверстий блока к установке футорки. То есть попросту рассветливает под нужную резьбу будущей футорки. Футерка у нас будет М14 1,5 шаг, а болт М11 шаг 1,5. Накручивает резьбу первым и вторым номером. Кто не догадался, почему у ребят не держат их вставки, уже скоро я покажу. А пока, кому понравилось видео, поддержите канал донатом. Карта Сбер и другие способы есть в описании под видео.
Пока он это делает, токарь и также Виталий вытачивает 3 футорки с наружной резьбой М14 шаг 1,5 и внутренней резьбой, как я уже сказал, под болт крепления М11 шаг 1,5. Сегодня с ним заживаем. Теперь расточнику остается только очистить, обезжирить футорки растворителем, нанести фиксатор резьбы и поставить футорки на свое место. Ну и по итогу остается проверить, конечно же, свою работу, закрутив резьбу крепежный болт. Ну и теперь в финале обещанный кадр, почему резьбы не выдержали усилий обтяжки. Как вы понимаете, короткая резьба – это та, которая стояла, а большая – это та, которая должна стоять. То есть поставили вставку в 2,5 раза короче. Думаю, дальше объяснять смысла нет. А на этом все. Оставляйте комментарии, помогите каналу донатом и безаварийных вам поездок.